Друзья, привет! Сам не верю, что сейчас это скажу, но вот эти вот наушники очень-очень крутые. Поэтому смотрите, сейчас будет подробный обзор QCI T5. Погнали! Скажу честно, после не самых удачных наушников QCY T3 отношение к пятой модели было у меня весьма предвзятое. Заказывать я их не очень хотел, но многие из зрителей просили, и я все же решился. И в силу того, что предыдущая модель мне совершенно не зашла, как по управлению, так и по не совсем внятному форм-фактору, а это были недовкладыши или недозатычки, я для себя подсознательно решил, что когда T5 ко мне приедут, то спрошу я с них по полной. И вот этот момент настал. Первое, что сразу бросается в глаза, это максимально дешевая упаковка. Черно-белый рисунок и картон самого обычного качества немного ввели меня в замешательство, ведь встречают, как говорится, по одежке. Ну да ладно, в коробке меня встретил черный кейс с уложенными внутрь наушниками, две пары сменных классических амбушюр размера L и S, а также кабель для зарядки, к сожалению с интерфейсом microUSB. Видеть такое в наушниках к концу 2019 года, если честно, уже не хочется. Также хочу отметить, что в очередной раз комплектные амбушюры мне не подошли, но к данному явлению я уже привык и подобрал для себя удобный из тех, что уже имеются в большом количестве. И если я не ошибаюсь, то это амбушюры от Redmi AirDots, но это не точно. Материал, из которого изготовлен зарядный кейс, не претерпел никаких изменений в сравнении с моделью T3, ровно как и механизм открытия крышки. Это все та же обычная петля без доводчика. Форма зарядного кредла прямоугольная со скругленными углами. Спереди находятся два светодиодных индикатора, которые загораются только тогда, когда наушники ставишь на зарядку. В обычном состоянии они не горят. На крышке нанесен логотип QCY, а на нижней части краткие технические надписи. На заднем торце под петлей расположено гнездо зарядки microUSB. Внешний кейс ничем таким особенным не выделяется. И тут вы можете задать мне резонный вопрос: а в чем же тогда они мне понравились? Ведь пока я ничего положительного про них не рассказал. А дело тут в первую очередь в самих наушниках и в удобстве их использования. Вот не знаю почему, но они хоть и не броские на вид, но очень удобные. И тут поспешу опередить рекламных параноиков, что любят предъявить за рекламу. Мне эти наушники не занесли, не засылали и ничего не платили за этот обзор. Я их купил за свои деньги. Знаете, просто бывают такие вещи, что на первый взгляд выглядят вроде бы непримечательно, но по факту оказываются очень удобными. И тут именно такой случай. Сами наушники по форме напоминают Honor FlyPods Lite в черном цвете, только сделаны из матового пластика. На внешней стороне наушника никаких опознавательных знаков и текстурированных вставок нет, все строго и однотонно. Лишь в нижней части ножки встроен световой индикатор состояния, который мигает зелено-красным свечением во время первичного сопряжения со смартфоном, а также загорается во время помещения наушников в кейс, сигнализируя о начале процесса зарядки. На внутренней же стороне ножки в середине расположено два контакта для зарядки, а в нижней ее части нанесены обозначения левого и правого наушника. В торце каждой ножки установлен микрофон. Ну а теперь проверяем работу микрофонов в наушниках QCI T5. Таким вот образом они записывают звук. Здесь у нас сейчас тишина, я нахожусь на ВДНХ. В принципе, машины здесь не ездят, есть легкий ветерок, но тем не менее вот так вот пишут сами микрофоны, можете это оценить. Ну а теперь, друзья, по традиции, тест микрофонов QCI T5 в машине, включенный двигатель. Сейчас я буду прибавлять печку, и мы будем с вами слушать, как работают и отрабатывают шумодавы в данных микрофонах. Итак, раз, это первое деление, второе. И вот так вот на максимум у меня дует воздух горячий, то есть печка топит на максимум. И вот таким вот образом работают, собственно, микрофоны в данных наушниках. Как по мне, я уже послушал звук на предыдущей записи, и это уже вторая. Собственно, мне показалось, что данные наушники прекрасно подходят в качестве гарнитуры для общения, допустим, даже за рулем. То есть по телефону можно прекрасно по ним разговаривать. В общем, как-то так.
Как по мне, микрофоны тут звучат довольно хорошо, в качестве гарнитуры на постоянной основе использовать можно. Я даже скажу больше, это очень удобно. Наушники очень легко и быстро достаются из кейса, и использовать их можно как один, так и другой по отдельности, не производя манипуляции с переподключением, как в большинстве собратьев по данному ценовому сегменту. Но что же касается самого удобства, то наушники садятся в уши очень хорошо и быстро. Достаешь их из кейса, вставляешь без лишней необходимости постоянно поправлять. Они довольно легкие, несмотря на свой размер. Вес каждого по 4,3 грамма. Подключение к смартфону происходит по протоколу Bluetooth 5.0. Все как обычно, достаете наушники из кейса, выполняете поиск устройств, выбираете QCY T5 и подключаетесь. Производителем заявлено два кодека AAC и SBC. К моему смартфону Mi 9 SE они подключаются по SBC, и второй кодек на выбор в нем не активен. Но вот странность, при подключении к более старому смартфону Xiaomi Mi Note 3 можно на выбор подключиться и по AAC. От чего так происходит, мне непонятно. Оба смартфона имеют на борту 11-ю версию оболочки MIUI. Видимо, это особенность прошивки конкретного смартфона. В любом случае, я должен был об этом вас предупредить. В целом по звуку через кодек SBC все в этих наушниках хорошо. Он насыщенный и ровный, без провалов по частотам. Басов здесь без излишка, ощущения сабвуфера в ушах нет, но при всем при этом баса достаточно. Четкие верхушки, на которых слышно все заморочки с перкуссиями и тарелочками в треках, ну и середины тут также довольно хороши. Вокал звучит прекрасно. Так что в целом по звуку к этим наушникам претензий у меня нет. И если условно разделить возможности управления в наушниках по функциональности на три вида, минимальное, среднее и максимальное, то управление в этих наушниках можно считать средним по функциям. Двойной тап по любому из наушников запускает трек или ставит его на паузу, а при входящем вызове позволяет ответить на звонок или положить трубку по окончании разговора. Переключаются треки удержанием пальца на наушники в течение 2 секунд. Правый переключает вперед, левый отмотает трек в начало или переключит назад. А вот с тройными тапами тут некоторая заморочка. Коснувшись 3 раза по левому наушнику, можно вызвать голосового ассистента Google, Алису или Siri в айфонах. Если же 3 раза коснуться по правому, то наушники переходят в так называемый игровой режим, при котором производителям обещается минимальная задержка звука в играх. Но если честно, я разницы в этих режимах не ощутил, и вот почему. Что в обычном, что в игровом режимах в PUBG Mobile отставание звука я не услышал совсем. Я даже удивился, но тем не менее такая функция в этих наушниках имеется. Можно спокойно и с комфортом играть в эту игру или в любой другой шутер. Проблем со звуком у вас не будет. Про YouTube могу сказать то же самое, слышимой задержки звука нет, по крайней мере в тестовом ролике все звучит как надо. Что же касается автономности работы, то наушники от одного заряда проиграли у меня около 4 часов на максимальной громкости, что на час ниже заявленного производителем времени. В кейсе установлен аккумулятор на 380 мАч, а в каждом наушнике по 40. Таким образом, с помощью нехитрых вычислений мы получаем, что наушники могут проиграть от одного заряда кейса около 18 часов. Время же зарядки самих наушников от кейса составляет примерно около часа. Ну а теперь расскажу о стабильности связи с самим смартфоном. Вопреки многочисленным жалобам на обрывы соединения, у меня с ним проблем не было. Причем в этот раз наушники отпутешествовали со мной по полному разряду. И в командировке в Йошкар-Оле побывали, и по Подмосковью покатались, на электричках, в метро. Везде полет нормальный. Может быть, мне просто попался хороший экземпляр. Ведь погода сейчас стоит не теплая, я хожу в длинной куртке и смартфон находится в кармане джинс. Так что про обрывы связи могу сказать, что мой экземпляр таким не болеет ни на вокзалах, ни под землей. Многие еще забывают про такой момент, что в старых или же недорогих смартфонах может стоять устаревший или же некачественный Bluetooth чип, и от этого может страдать соединение. Как вариант, можно попробовать сбросить наушники к заводским настройкам, так сказать, перезагрузить их. Для этого вам будет необходимо забыть наушники в Bluetooth устройствах, а также отключить Bluetooth на самом смартфоне. Затем выключить наушники, одновременно удерживая пальцы на сенсорах в течение 8 секунд. После их выключения необходимо зажать снова оба сенсора, но уже на 10 секунд. Наушники проморгают трижды красным и зеленым, после чего будут сброшены и можно будет выполнить новое подключение. Лично мне за все время пока такие манипуляции не понадобились ни разу, но может быть кому-то пригодится.
А в своем заключении что могу сказать? В целом наушники мне понравились, они очень удобные и хорошо звучат, но в моем случае лишь с другими амбушюрами, которые в отличие от модели T3 можно заменить и подобрать под себя. Еще мне очень понравилось, как отрабатывают микрофоны в этих наушниках, а также отсутствие задержки как в играх, так и на YouTube. Ну и третьим плюсом, с которым скорее всего многие владельцы данных наушников не согласятся, я, пожалуй, отмечу хорошую стабильную связь Bluetooth соединения в своем экземпляре. Таким образом, за 1700 рублей у QCY все же получилось сделать пусть и не притягательные на вид, но очень удобные наушники на каждый день. Так что тем, кому подобный форм-фактор исполнения корпуса наушников с ножкой по душе, я вполне могу рекомендовать их к покупке. Ну а на сегодня это все. Спасибо вам за просмотр. Если этот ролик был полезен, то не забудьте поставить лайк, это поможет видео двигаться дальше. Также заходите на мой канал, смотрите другие мои видеоролики. Обязательно подписывайтесь, если вам было интересно, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а с вами был Влад, канал Blitzkey. Всем всего хорошего и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.